Здравствуйте, мои дорогие подписчики и случайные посетители моего канала. С вами Таша Муляр, я дизайнер украшений, и мой канал «Модные советы с Ташей Муляр». Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я буду открывать секрет, как я сама себе делаю прически. Так как я работаю в индустрии красоты, с модными стилистами, модельерами, часто участвую в каких-нибудь показах, посещаю различные мероприятия, ну и вообще я такая по жизни, мне кажется, элегантная женщина, то я люблю, да, себя украшать, а времени мне катастрофически не хватает, поскольку многозадачность — это мой конек. Я одновременно жарю, тут же у меня компьютер, тут же у меня украшения в голове созревают, тут же дети в школу, в институты собираются, муж на работу, все происходит сразу. Поэтому сами понимаете, что пришлось осваивать все. Так, по жизни я освоила изготовление самой себе причесок. При этом могу вам сказать, что у меня не ахти какие волосы, ну, в человеке, конечно, все должно быть прекрасно, но вот с волосами как-то мне не задалось. По жизни я здраво смотрю на это, так можно сказать, вот. И поэтому пришлось адаптироваться тоже к тому, что есть, чтобы выглядеть шикарно. Мой стиль можно назвать lady-like, да, это тот стиль, в котором я себя органично ощущаю, поэтому мне нравятся длинные волосы, которые у меня хронически не отрастают, поэтому это видеорепортаж для тех женщин, у которых тонкие, длинные волосы, вот так скажу. Вот, тем более, что по жизни я подкрашиваюсь в блондинку, я и так достаточно светлая, но мне нравится, когда волосы совсем такого пшеничного оттенка. Тоже я к нему очень долго шла, это тема отдельной беседы. Кто захочет, пишите в комментариях, расскажу вам, чем и где надо краситься, чтобы получать такой прекрасный оттенок. Это не мои слова, вы сами мне это пишете. Вот, поэтому сегодня я попытаюсь для вас показать, как я делаю себе прически. Ну, также за 5 минут, как и в моем видео, макияж за 5 минут. Кстати, большое вам спасибо за отзывы на этот макияж, на видео про макияж. Ну, очень много женщин сказали мне, что с тех пор, как они посмотрели это мое видео, они пересмотрели свой взгляд на макияж, и теперь с утра выходят только с тенями, с бровями, и все это занимает у них не по 1,5 часа, 40-30 минут, как ранее, только на праздник, а 5 минут по утрам. Поэтому, кто еще не видел, посмотрите это видео, ссылка рядом. Итак, начнем. Я, кстати, поскольку у меня тонкие волосы, мне не нравится ходить с распущенными волосами, я практически никогда не хожу с распущенными волосами, ну, так как лишний раз травмировать их не хочется, накручивать, да, а так они очень пушатся. Поэтому, конечно, при такой структуре волос, да, то есть у меня волос много, они густые, но очень тонкие. И, кстати, вот вопреки мнению многих, частое окрашивание, на мой взгляд, вот я всю жизнь крашусь, концептуально на них не влияет. То есть у меня были периоды, когда я практически не красилась, ничего не изменяется. Поэтому если обеспечивать хотя бы элементарный уход, да, там раз в неделю делать какую-то питательную маску, ну, разных сейчас фирм полно всего есть, ну, растительное что-нибудь берите. Вот, и крашусь я раз в месяц-полтора, потому что мне не нравятся отрощенные корни, да, это как я блондинка, только корни подкрашиваю. Ну вот, поэтому крашусь я достаточно часто, ничего принципиально это не меняет. То есть если волосы вот у меня длиннее такой длины не отрастают и сламываются концы от того, что, да, они тонкие, но даже если я не крашусь, они все равно сламываются. Итак, переходим к прическе. Значит, что нам нужно сделать? Нам с тонкими волосами всегда нужно получить объем, да? Поэтому я вот ношу на пробор. Если вы на пробор не носите, соответственно, у вас все будет зачесано вот так же назад, да? Но наша задача получить объем. Что мы делаем? Мы отделяем нужные нам пряди, да? И чуть-чуть их подчесываем. Не делаем там какой-то жесткий начес, да? А чуть-чуть подчесываем. Ну и, конечно, лак для волос — это наше все. Вот, чуть-чуть лачком мы, да, делаем. Вот такой секрет. Мы вот так вот раз прижали и буквально там 5 секунд ждем, когда чуть-чуть подсохнет. Видите, что получается в результате? У нас с вами локоть держится и начес держится. И такую процедуру мы повторяем, соответственно, еще несколько раз, для того, чтобы нам получить небольшой объем. Мне, кстати, после того ролика сказали, делать тебе нечего, всем показывать, какая ты не накрашенная. А я вот, кстати, да, меня снимает Таня, кто видит ее в зеркало. Да, и накрашенная, и не накрашенная. Прекрасно. А я вот не стесняюсь ни возраста, ни накрашенности. Да, и мне кажется, что те женщины, которые боятся сказать свой возраст, ну, просто они лишают себя удовольствия быть в этом возрасте. Есть какая-то неуверенность в себе, да, когда ты сама себя
ну, как бы любишь и гармонично ощущаешь, что с этого момента тебе становится уже все равно, какой у тебя возраст, накрашенный это или нет. Ну, не в плане, что ходить так, а в плане, что ты себя уверенно, да, чувствуешь. Что ты за собой ухаживаешь, Мне, наверное, да. поскольку я за собой ухаживаю, мне вот не стыдно вам рассказать, и даже, мне кажется, это будет многим полезно. Итак, видите, в результате того, что я чуть-чуть подчесала, у нас получился вот такой объем, который держится. Теперь нам нужно зафиксировать прическу. Я вам сейчас покажу два варианта развития сюжета. Создание, в общем-то, одной и той же прически с небольшими вариациями. Да, совершенно верно, снимаем мне сейчас с этого ракурса, потому что мы сейчас вот отсюда берем прядь и начинаем ее вот так вот закручивать. Да, нам понадобятся шпильки и невидимки, больше ничего, не нужно каких-то там мега приспособлений. Видите, вот она у нас закручивается, и мы подбираем отсюда волосы. Таким образом, да, вот мы смотрим, чтобы здесь у нас тоже мы подправляем, если что, да, чтобы у нас получалась вот такая волна, мы ей забираем вот эти вот волосы. Вот, видите, у нас получился такой валик, который культурно держится. Дальше мы берем невидимку, ну, совершенно вот обычную невидимку, подкалываем ее сюда, видите, и чтобы она не торчала, мы ее убираем внутрь этого валика. Вот это тоже такой хитрый момент. Я, честно говоря, чтобы всему этому научиться, много всего перепробовала. Вот. И видите, таким образом я вот на ваших глазах там за 10 секунд создала себе уже вот такое. Да? Дальше что можно сделать? Если у вас есть плойка, вы можете накрутить, например, вот эту часть волнами. И вообще, если у вас длиннее волосы, оставить их вот здесь. Вот у вас уже красиво лежит челка. Да? Вот у вас, представьте, вот здесь вот будут кудри, а вот эта вот часть будет забрана. И у вас получится шикарнейшая вечерняя прическа. Если вы сюда заколите, например, какой-нибудь цветок или заколку. Могу сделать. Да, сейчас мы даже вот можем отщипнуть цветок. Отщипнуть. Вот, как вариант, да? И вот можно приколоть сюда цветок, а вот здесь у вас будут кудри. У вас будет шикарная вечерняя прическа. Ну и даже, можно сказать, свадебная. Вот, итак, мы с вами все-таки продолжаем, да? Мы делаем точно такую же штучку со второй стороны. Вот. Видите, я все делаю руками, практически не использую расческу. Это все благодаря тому, что у меня такие тонкие волосы. Во всем нужно находить положительные моменты. Потому что если бы у меня были волосы другие по структуре, мне бы вот так руками вряд ли это удалось. Пусть они у меня тонкие, но видите, какие они послушные. Может быть, я сейчас все делаю не так идеально, конечно, потому что обычно, когда я этим занимаюсь дома, я смотрю во второе зеркало, что у меня там получается со спины. Да? Сейчас у меня нет такой возможности. Вот. Ну вот невидимку мы точно так же воткнули. Да? Вот у нас получилось два валика. Можно их вот так подправить. Да? И, соответственно, мы подправляем вот эту часть. Таня, как там у меня? Все красиво. Вот. Теперь вопрос, что делать вот с этим? Ну, поскольку не очень понимаете результат, к которому я собираюсь прийти, вам не очень ясно, что делать вот с этим. Значит, с этим сейчас я структурно покажу. Мы будем делать вот так. То есть вот у нас получится в результате вот такая прическа, к которой многие стремятся и не знают, как ее получить. Да? То есть мы номинально разделили волосы на три части. Две части мы собрали. И третьей частью мы сейчас все это закроем. То есть мы ее вот так соберем. Вот. Вот здесь, конечно, в идеале нужно посмотреться во второе зеркало, что сейчас я и сделаю. Вот, видите? И подправить, да? И подправить здесь вот этот момент. То есть мы точно так же это закрепляем либо шпилькой, либо невидимкой. И вот делаем вот так, да? И, соответственно, потом мы вот здесь вот все это распределяем, как нам нужно. Подкалываем. Ну, при необходимости можно еще одной шпилькой закрепить. Я уже сейчас не буду доводить это до идеала, потому что на съемке это сложно самой на себе, да, сделать. Но понятен, общий вид понятен, да? Вот. И, соответственно, потом это все закрепляется лаком, и у вас получается вот такая прическа. Вот. Я думаю, что событий этой прически, то есть когда мы вот этот хвост, да, когда мы хотим получить большой пучок, здесь есть такой секрет. Значит, в этой ситуации мы вот это вот с вами закрепляем резинкой. Может быть, сейчас какие-то парикмахеры-стилисты считают, что я делаю что-то не то. Ну, я вам могу сказать, я сейчас делаю то, что я делаю каждое утро, и могут делать масса женщин самостоятельно. А вот у меня есть вот такой вот шиньон,
Да, это тоже очень удобно, особенно когда вам нужно получить быстро вечернюю прическу. Он, видите, здесь вот на таком гребешке. Это натуральные волосы. Я его купила в постижерном магазине, ну, то есть в магазине, где продаются искусственные волосы, пряди и так далее. Я думаю, что сейчас во всех городах такое есть. Вот, и он, видите, вот с такими вот тесемками. Он покрашен в мой цвет, вот практически, видите, он совпадает с моим цветом, то есть я его отнесла своему мастеру, и его покрасили в мой цвет. И вот смотрите, я вот этот гребешок закрепляю вот сюда, за этот хвост, соответственно, тесемки я обматываю, все вот это завязываю, и далее, опять же, есть варианты. Это получается быстрая прическа, да? При этом у меня спереди, вот видите, как все красиво уложено за счет вот этих валиков, все очень красиво уложено. Дальше можно сделать что? Можно отделить прядь, например, вот здесь, да? Этой прядью мы закроем вот эти вот хвостики, там, которые у нас остались. Ну, опять же, мы посматриваем во второе зеркало. Вот, видите, мы вот этой прядью вот так вот все тут закроем. Ну, соответственно, ее потом заберем и подколем шпилькой. Вот у нас останется хвост. Это кто хочет ходить, видите, раз, два, три, и длинные волосы готовы. И не надо ничего наращивать, и не надо ничего отращивать. Раз, два, три, и ты русалка. Вот, и дальше можно сделать следующее. Я как-то, знаете, даже длинные волосы не люблю носить, я делаю пучки. Вот, и, например, раз, и у вас получился пучок. Да? Пучок подкалывали шпилькой. То же самое мы могли бы с вами сделать такой же, да, пучок, только не делая вот эти валики. То есть мы могли просто собрать волосы, там высоко, сделать этот хвост, сделать этот пучок. Ну и вот считайте, что он практически не отличается от твоих волос. И мало кто может сказать, что это не мои волосы. Вот такой вот вам секрет. Так, ну еще быстренько покажу вам один способ. А мы любуемся. Да. Сейчас мы разберем эту конструкцию нашу с вами. Так, видите, все очень легко. Пучок превращается. Да, дальше мы с вами сделаем косичку. Да-да. Какую еще? Вот косичку, кстати, я делаю часто, несмотря на то, что, казалось бы, делать ее особенно нечего. У всех, у кого тонкие волосы, всем понятно, это печаль. Но для того, чтобы сделать культурную косичку-колосок, нам с вами больше, чем нам природа отмерено, волос, в общем-то, и не нужно. Вот, поэтому мы, опять же, нам что главное? Ну, главное создать видимость объема. Ну, есть он там или нет, это уже наши личные женские, да, секретики. Поэтому мы, опять же, создаем объем. Мы его также вот подкалываем невидимкой, как я уже вам говорила, убирая ее вовнутрь. Да? То есть для этого вот мы вкололи невидимку, да? А потом раз ее как бы завернули вон туда. И вот туда уже ее воткнули. Видите, ее практически не видно. То есть она у нас на прическе выглядеть не будет. И дальше мы уже берем наши боковые волосы. Вот у нас прядь, и плетем из вот этого всего. Начинаем плести классический такой колосок. Я вас уверяю, это может сделать каждая женщина себе. И если вы говорите, что вы не можете себе этого сделать, просто вы не пробовали. Годы тренировок приведут к положительному результату рано или поздно. Я вам могу сказать, что у меня есть родная сестра, ну, моя самая любимая родная сестра. Вот у моей родной сестры абсолютно другие по структуре волосы. И я в детстве всегда плела ей косички, сама о них только мечтаю. Поэтому, можно сказать, я в детстве научилась, а потом с возрастом научилась на себе воплощать. И вот видите, как я ловко, без второго зеркала, заплетаю сама себе колосок. Я, правда, не вижу, что там сзади получается, это видно только вам. Вот. Ну, еще раз повторюсь, что дома я обычно пользуюсь, у меня в ванной висит второе зеркало, и где я вижу, что получается сзади. Да? Сейчас у меня это получилось, я чувствую просто достаточно низко, можно начинать отсюда. Да? Вот. Это колосок очень удобно, чем? Во-первых, на отдыхе. Вот вы все такое заплели, пошли на пляж, ничего ветром у вас не растрепливается, никуда ничего не девается. Опять же, если вы там какую-нибудь заколку прикололи, у вас уже практически вечерняя прическа, теперь у всех возникает вопрос, куда девать эту волшебную косицу, которая получается на тонких волосах. Ну, вы понимаете, какая она была, если волосы были нормальные. Ну, в смысле, как у большинства счастливых женщин в этом отношении. Вот косица, видите, она прячется вот туда, потом берется шпилька,
И вот она как бы прошивается ей изнутри, да. Здесь мы с вами вот так все поправляем. Вот. И, соответственно, как я уже говорила, лак наше все, мы чуть-чуть лакируем, и тогда ветра и дожди не помеха нашей прическе. Она четко держится до вечера. Все прекрасно получается. Вот, дерзайте, мои дорогие. С вами была Таша Муляр. Не забудьте подписаться на мой канал, написать мне, я надеюсь, восторженные отзывы и комментарии. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы, и вы хотите узнать что-то еще о том, как я делаю, то тоже не забывайте писать. Буду реагировать на ваши посылы. Ваша Таша Муляр.